Алексей Баталов ушел из жизни чуть больше года назад. Мужчина завещал все имущество дочери Марии, даже не представляя, с какими трудностями придется столкнуться его близким. Очередной выпуск программы «Пусть говорят» был посвящен давнему спору семьи Алексея Баталова с соседом за право владения дачным участком. Дело в том, что Вадим Эльгард якобы с разрешения артиста построил на его земле баню. Однако после смерти знаменитого актера, его жена и дочь никак не могут уладить конфликт с мужчиной. В итоге, представители семьи Баталовых появились в студии программы, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. Все дело в том, что земля официально принадлежит дочери Баталова Маше. У нее ДЦП, ей нужно находиться на свежем воздухе. Однако Гитана Аркадьевна и Маша боятся туда ехать, так как этот мужчина агрессивен, он лает на них матом, не стесняется в выражениях. Они люди интеллигентные, очень стесняются всей этой ситуации, рассказали представители звездной семьи. Корреспонденты программы «Пусть говорят» решили поговорить с Вадимом Эльгартом лично, и поэтому отправились к дому мужчины вместе с адвокатом Баталовых. Однако сосед по даче повел себя агрессивно, и даже накинулся на незваных гостей с кулаками. И все же, Эльгард решил рассказать о том, как он видит сложившуюся ситуацию. По словам мужчины, они с Баталовым были в хороших отношениях. «Я раньше прилично зарабатывал, и мне не жалко было потратить пару тысяч долларов, чтобы помочь ему. Я провел на их участок воду, телефон, в целом мы отлично общались», — сообщил сосед. По словам мужчины, конфликт с Баталовыми стал для него полной неожиданностью. По словам соседа, он построил баню на участке, принадлежащем актеру, получив от него соответствующее разрешение. Однако супруга скончавшегося артиста совершенно не согласна с подобными заявлениями. Гитана Аркадьевна подчеркнула, что эта земля полностью принадлежит ее дочери Марии и должна остаться в ее собственности. В финале программы сосед Баталовых решил сделать неожиданное заявление. Пусть эта баня перейдет дочери Баталовой Маше. «Я знаю, как он ее любил. Я сам передал дочери все, что заработал. Моя дача также принадлежит дочери, это правильно. Я уже устал от всех этих конфликтов и споров», — заявил Вадим Эльгард. Мужчина подчеркнул, что Гитана Аркадьевна и ее дочь Мария не выходят с ними на связь, но он сам больше не хочет конфликтовать. Однако представителям Баталовых сложно поверить в подобную щедрость, особенно после того, как сосед в течение многих лет отказывался идти им навстречу.
Именно поэтому юристы надеются, что ситуация со спорной землей разрешится не только на словах, но и документально.